мне очень приятно, что Берлин на проводе, потому что это главный стратегический партнер, союзник России. И я бы очень хотел, чтобы вы, как политологи, донесли российскую точку зрения до всей политической элиты Германии. Германия более всех других стран должна быть заинтересована в том, чтобы в Сирии не было войны, иначе Германии будет плохо, я постараюсь это объяснить. С точки зрения логики, послушав выступление господина Чуркина, я хочу сказать, что визит был абсолютно своевременным. Сергея Лаврова и Михаила Фродкова был успешным, потому что можно было видеть сотни тысяч жителей Дамаска, которые приветствовали, там были лозунги на разных языках, в том числе «Спасибо России за то, что она предотвратила войну». Мне кажется, как правильно сказал господин Чуркин, Россия предпринимает гигантские усилия для того, чтобы не допустить войны на сирийском направлении, которая может вообще привести к войне и на всем Ближнем и Среднем Востоке. И в этом смысле визит, мне кажется, демонстрирует готовность России быть посредником, готовность помочь сирийскому народу в трудной ситуации, готовность к тому, чтобы наладить диалог между различными политическими силами внутри Сирии, стать площадкой, то ли в Москве, то ли еще в каком-либо ином месте, но именно я абсолютно уверен в том, что решение России было правильным, единственно верным, и это спасло именно от того, чтобы Дамаск, это самая древнейшая столица сегодня, не превратился в Сталинград. Я напомню, что родной город Муаммара Каддафи, город Сирт, вы можете посмотреть в интернете ролики, превращен практически в Сталинград бомбардировками авиации НАТО. И мы не хотим, чтобы бомбы падали на Дамаск, чтобы сотни тысяч, а может быть миллионы людей погибли в результате безответственных действий определенных политических сил из Лондона, моя точка зрения. Поэтому мне кажется, что вот этот визит, он один из последних стоп-кранов на пути к войне. Мне кажется, что действия нашего руководителя МИДа и службы внешней разведки были максимально осторожными, корректными, учитывающими сложность ситуации. И я думаю, что и надеюсь, что это действительно поможет предотвратить войну. Речь идет о том, чтобы предотвратить войну, будь то в Сирии, будь то в регионе. Я думаю, для всех это общая цель, с этим мы согласны. Но с другой стороны, я должен, по крайней мере, констатировать, что в самой стране, в Сирии, уже идет война. Это нельзя замалчивать. Мы видим, что правительственные вооруженные силы уже используют тяжелое вооружение, артиллерию для того, чтобы обстреливать некоторые районы города. Это чистое применение силы, которое необходимо остановить. Я думаю, что вы, конечно, с полным правом говорите, мы не хотим повторения военного вмешательства извне, но, по крайней мере, это та линия, которую сейчас никто не оспаривает. Это были усилия международные, не было усилий международной демократии, цель начать военное вмешательство. И в этом связи я ссылаюсь на слова посла Чуркина о том, что если посмотреть на проект резолюции, на который только Россия и Китай наложили вето, а 13 государств проголосовали за это, я думаю, что эти сомнения, которые вы высказали, не отражаются в этой проекте. Конечно, эти сомнения можно обсуждать, и я частично бы их разделял, но не в этом состояла цель и содержание резолюции. Там речь не идет о применении силы. Многие представители делегации констатировали, что это не произойдет в соответствии с 7 главой Хартии ООН. Достаточно вспомнить такие государства, как Пакистан, Индия, Бразилия, которые проголосовали за это. И речь идет не о применении силы, не о красных линиях. Речь идет сейчас о ужесточении санкций и не о легитимации использования зарубежных сил. Речь идет о том, чтобы прекратить насилие. И речь прежде всего о правительстве. Речь идет о 3-м параграфе против всех сил, применяющих силу. Я думаю, что в этом плане резолюция очень взвешенная. У меня такое впечатление,
что Россия изолировала себя, потому что она не прислушивалась к голосам Арабской лиги. Мы не должны забывать, что эта резолюция была предложена Марокко по поручению Лиги арабских государств. И здесь Лига арабских государств видит здесь угрозу для региональной безопасности. И поэтому поведение, действия в Совете Безопасности были абсолютно легитимы. Там нет ни одного пункта, который требовало бы ухода в отставку президента Садата. Там выдвигается требование проведения демократического процесса перехода, включающего все группы населения. И в этой связи я хотел бы сказать, что с этой точки зрения и Россия могла бы разделить такую точку зрения. И здесь красные линии, о которых вы говорили, не были перейдены. Это очень взвешенный проект, который получил поддержку Арабской лиги, получил поддержку в том числе и тех держав, которые не всегда разделяют такие вопросы. Если это так, то Россия поставила себя в изоляцию. И я задаюсь вопросом, правильно ли было не давать сигнала гражданскому населению о том, что международное сообщество всерьез относится к защите гражданского населения в этом сложном положении. Я внимательно выслушал аргументы немецкой стороны, но, к сожалению, это не аргументы, собственно, немецкой стороны, а результат дезинформации мирового общественного мнения. Потому что все материалы, которые рассказывают о якобы зверствах режима Асада, они в основном транслируются из двух источников. С территории Соединенных Штатов Америки это уже доказано, что там граждане США, представляясь якобы сирийцами, распространяют данные о потерях мирного населения. И второе – это Лондон. Правозащитные организации, якобы сирийские, с территории Лондона также распространяют материалы. Третье. Это и есть информационная война. Я напомню, что в Катаре, который активно участвует в войне информационной против Сирии и против Европы, по сути, были построены специальные павильоны столицы Ливии Триполи, где якобы показывали реальный штурм Триполи. А на самом деле это были декорации. Так вот, у нас не только ливийский пример. Почему Россия против этой резолюции? Потому что как только резолюция по Ливии была принята, сразу же начались бомбардировки Ливии самолетами НАТО. Пример Ирака. Я напомню, так же, как сегодня представитель США в ООН очень яростно обрушивается на Россию. Кстати, идет давление просто беспрецедентно, я бы сказал, выходящее за рамки дипломатического протокола. Она угрожает России и Китаю, что когда к власти в Сирии придет другое правительство, они уже считают, какое должно быть, то будет плохо интересам России и Китая на Ближнем Востоке. Но с таким же упорством государственный секретарь США Колин Пауэлл доказывал на заседании ООН о том, что у Ирака есть химическое оружие. Где это оружие? Оно не было найдено. Что мы имеем сегодня в Ираке после военной оккупации США и Британии? 5 миллионов беженцев, когда мы говорим о правах гражданского населения. Правозащитные организации называют цифру потерь мирного населения от 1 миллиона до 1,5 миллиона человек из 30-миллионного населения Ирака. 7 миллионов беспризорников на территории Ирака, работорговля. И это результат демократии, заботы о правах человека в Ираке. И более того, 90% квартир в столице Багдада пустуют сегодня. Это полуразрушенный город. Я напомню, что Дамаск был столицей арабского халифата. Потом столицей стал Багдад. Багдад практически уничтожен в результате военной оккупации. Я не хочу, чтобы Дамаск, древнейшая столица, оказался в таком же ужасном положении. Поэтому я очень прошу немецких коллег все-таки заботиться о национальных интересах Германии. Европа находится в тяжелейшем положении. Единственное спасение Европы – это союз России и Германии. Нас пытаются разлучить.
Россия не просто изолирована, наоборот, Россия тянет руку дружбы Германии, чтобы спасти. Германия должна помочь Ирландии. Прежде всего, я напомню об Ирландском восстании 1916 года, жестоко подавленном англичанами. У вас есть тесные связи, а Россия и Германия должны создать мост для спасения Европы. И вот эта война в Сирии, она нацелена на разрушение Российско-Германского союза. Я бы очень хотел, чтобы германская элита, германские политологи поняли, что ключ к миру лежит не только в Москве, но и в Берлине. И от позиции Берлина зависит очень многое. И мне бы хотелось, чтобы жестокие уроки событий последних десятилетий, они все-таки привели нас к единому пониманию. Завершая все-таки на оптимистичной ноте, ни Россия, ни Германия не хотят войны. Мы очень много страдали. Давайте ее предотвратим. Давайте не допустим гибели миллионов людей, потому что там готовится такой же сценарий, как и в Ираке. Гражданская война суннитов, шиитов и христиан. Гибель миллионов людей. И нам нужно это предотвратить. Мы в результате этой дискуссии по Сирии практически наблюдаем своего рода возвращение к так называемому блоковому мышлению, то, что было когда-то. Мы должны прилагать усилия для того, чтобы те обещания, которые нам гарантируют европейскую коллективную безопасность, и мы стараемся это сейчас воплотить своими шагами. Здесь есть инициативы и ОБСЕ, из Астаны, кроме того, те мероприятия, в которых принимали участие Германия и Россия. Поэтому мы практически должны учитывать эту ситуацию. Мы не должны становиться как бы жертвами такого мышления, потому что иначе будет, мы если вспомним события в Париже в 1999 году, чтобы у нас не было таких жертв. Теперь вопрос, что касается ситуации в самой Сирии. Мы как раз уже констатировали, что фактически основную ответственность за эскалацию силы мы наблюдаем со стороны сирийского правительства. Речь идет о том, что здесь, когда происходят крупные демонстрации, где, скажем, около 1000 населения, и эти демонстрации практически мирно протекают, и тогда, собственно, не отзываются как бы правительственные войска. И здесь идет фактически, когда мы говорим о насилии в Сирии, то речь идет о так называемом непропорциональном применении силы, реакции на эти мирные демонстрации. Я не хочу показывать черное белым и наоборот. Конечно, есть отдельные группы, которые осуществляют насилие с той и с другой стороны. Но вот эта спираль эскалации практически не должна приводить к тому, что обстреливаются из тяжелой артиллерии целые кварталы города. И здесь проект резолюции был относительно, так сказать, мирным и спокойным. И мы здесь не пресекали никакие красные линии, о которых вы сегодня упоминали. Я не вижу другой возможности поступать по-другому. Если же не прекратится международное давление, то тогда режим, конечно, сделает такой вывод, что он практически может продолжать использовать применение силы, а это фактически не приветствует мировое международное сообщество.